Пожалуй, каждый мужчина проходил через такую ситуацию, когда женщина неожиданно заявляет, что чувств нет, и она разлюбила. А когда ты пытаешься узнать причину, поговорить, обсудить этот момент, то получаешь либо абстракцию по типу я не знаю, я запуталась, наверное, мы слишком разные», либо высосанный из пальца аргумент о том, что ты стал мало уделять внимания или забыл про нашу годовщину в 3-й раз. Хорошо, ты и здесь идешь навстречу и говоришь, что я буду уделять тебе больше времени. Но в ответ что? А уже поздно. Раньше надо было думать. Либо, как вариант, девушка еще какое-то время находится в отношениях, ожидая того, что чувства невероятным образом вернутся. Но через пару недель она все равно уходит с фразой «я же попыталась, да, но ничего не получается». Я попадал в подобные ситуации не раз, друзья, когда был еще наивным, юным сопляком. И раз за разом начал видеть некую закономерность в этом. Я внезапно осознал, какое одно действие нужно сделать прямо сейчас, чтобы повлиять на женщину, повлиять на ее чувства, чтобы любила так же, как раньше. Но давайте не будем бежать впереди паровоза и попробуем выяснить, какова же истинная причина того, что женщина тебя не слышит. И даже не то, что не слышит, а скорее наоборот даже вставляет палки в колеса, чтобы твоей стороне обнулить. Какова причина того, что ты не можешь решить эту вашу проблему? Почему вашу я взял в кавычки? Потому что здесь было бы верно задать себе вопрос, а действительно ли то, что девушка разлюбила, ваша общая проблема? А что если ту спутницу, которую ты выбрал когда-то, которая сейчас рядом с тобой, в своей жизни принимает судьбоносные решения, полагаясь исключительно на эмоции? А ты этого не заметил. Возможно, даже не хотел замечать. Ты можешь спросить, ну допустим, и что? Все женщины так или иначе эмоциональны. И это ключевая мысль, друзья. Ведь вопрос утраты чувств, эмоций – это, пожалуй, единственный вопрос, который вместе, сообща, вот так дружно и складно решить не получится. Нельзя просто так взять, сесть вечером на кухне и обо всем быстренько договориться. Девчуля поведает тебе свои хотелки, ты их благородно воплотишь в жизнь, и она вновь смотрит на тебя влюбленными глазами. Так это не работает. Да, конечно, можно в моменте вызвать к себе теплые чувства, дать женщине такой небольшой гормональный всплеск. Чем часто и грешат мужчины, совершая эти наивные ошибки, когда сразу бегут за подарками, цветами и плюшевыми мишками. Но ведь это все кратковременный эффект дает, друзья. Да, девчуле приятно в моменте. Но повлияет ли это на ее убеждения? Нет. Это то же самое, когда у тебя болит зуб, и ты выпиваешь обезболивающее. И как будто бы все хорошо, боль утихла. Но мы же понимаем с вами, что проблему это не решит. Это всего лишь кратковременная анестезия, и нужно идти к врачу. К чему я веду? К вопросу, что все женщины эмоциональны. И да, и нет. У любого человека на планете Земля присутствуют эмоции. Кто-то зависим от них больше, на 100%, кто-то меньше, на 50%. Конечно, женщины больше подвержены этому. Но также есть девушки, для которых это не главное. И исходя из этого, мотивацией для вступления в отношения и создания семьи у каждой будет разная. Цели будут отличаться. Давай рассмотрим женщину, которая зависит от эмоций на 50%. Назовем ее пригодной для отношений. Критерий выбора мужчины здесь абсолютно прозрачный и разумный. Выбрать себе хорошего, доброго мужа, нравственного человека, хорошего отца детям. А взамен поддержка, забота, ответственность за гармонию и спокойный климат в отношениях. То есть женщина здесь получает понятную выгоду, и ты получаешь понятную выгоду. То есть получилось такое взаимовыгодное сотрудничество. И это неплохо. Экологичный взаимообмен для отношений, для семьи – это отлично. И возьмем второй вариант. Женщина, которая вступает в отношения, потому что влюбилась. Зацепил ты ее, искра пробежала, бабочки в животе появились. В этом случае каков ее мотив? Получать удовольствие, получать кайф. Женщина, как правило, ни за что здесь не отвечает.
Она просто есть, она просто красивая и хлопает глазками. Да и, как правило, мужчина здесь никаких требований и не обозначает, потому что сам залипает и обманывает себя. У тебя может возникнуть вопрос, а означает ли это, что вот эта вот пригодная женщина, которая в меньшей степени руководствуется эмоциями, означает ли это, что она к тебе ничего не испытывает? Никаких чувств и так далее? Да нет, конечно, испытывает. Но природа этой любви, она осознанная и понятная. И здесь мы как раз ее можем назвать настоящей любовью, а не влюбленностью какой-то, когда бабочки в животе. Ведь любовь это что? Это действие. Она не зависит от твоего внутреннего состояния. Да, женщина испытывает теплые чувства, но в ваших отношениях все ровно, все понятно, стабильно, все в рамках разумного. Тут нет места абстракции, и проблемы всегда решаются. А значит, когда начнется семейная жизнь, бытовуха, рутина, когда появятся сложности в жизни, трудности, какой-то кризис настигнет, возможно, ты потеряешь работу или приболеешь, не дай бог, то вероятность выжить у такой пары очень высокая, так как есть этот железобетонный фундамент. Это правильная мотивация женщины. И неважно, как в ваших отношениях вот эта синусоида эмоций идет там, вниз или вверх, потому что это всегда волнообразно, то на спад, то на подъем. Во-первых, она не ярко выраженная, эта синусоида, там нет резких скачков. Ну а главное, это ни на что не повлияет, это вторично, это не способно разрушить вашу пару. В то время как с проблемной барышней, когда синусоида идет резко вниз, гормональный фон проседает, женщина вдруг неожиданно для себя понимает, что чувства к тебе она не испытывает, а что-то разлюбила. А поскольку смысл этих отношений, да, мотивацией была исключительно потребление этих эмоций, то женщина задает себе резонный вопрос: и чего? И чего я тут забыла в этих отношениях? И, следовательно, желание что-то решать, что-то обсуждать, сохранять и вообще об этом в принципе разговаривать у девушки просто нет. Ты уже 100-й раз приводишь ей разумные доводы, а она тебя просто не слышит. Ты про Фому, она тебе про Ирему. Да, конечно, она может задержаться в отношениях, имитируя то, что борется за них. Здесь ты можешь попытаться измениться ради нее, задарить подарком и даже пойти к семейному психологу, где это чувство вины уже навесит на тебя. А потом ты услышишь закономерную фразу: ну я же старалась, но ничего не получается. Ты же сам прекрасно видишь. Именно поэтому, друзья, когда ты приводишь женщине разумные аргументы, что вот мы же столько лет вместе, мы же столько пережили, у нас дети есть, что ты творишь? А она говорит: ну и что? Ты, конечно, хороший, заботливый, столько для меня сделал, самый лучший мужчина в моей жизни. Но мне надо подумать. Спрашивается, а чего тут думать? Да она должна каждый день Бога благодарить за то, что рядом с ней добрый, честный мужчина, который старается ради семьи. Живи и радуйся. А нет. Итак, предварительно, что нам следует здесь понимать? Это очень важно. Пожалуйста, соберитесь, друзья. Что если женщина говорит: у меня пропали чувства, я запуталась, разлюбила, не знаю, что хочу, нужно подумать или взять паузу, то это не твой косяк, а ее. А следовательно, и ответственность за разрушение ваших отношений или семьи полностью на женщине. И здесь перед нами открывается ясная картина, что оказывается эта проблема не ваша общая и твоей вины. Нет. Я сейчас специально акцентирую внимание на том, что ты не виноват, потому что мужчины практически всегда здесь совершают ошибки, подвергаясь вот этой иллюзии, что нужно срочно что-то делать, нужно исправлять, что-то доказать, спасти отношения. Почему в тебе может сидеть это желание? Здесь я бы выделил, пожалуй, две основных причины. И первое – это навязанные ложные убеждения. Ведь ни для кого не секрет, я думаю, что информационный фон сегодня, да и вообще на протяжении всей твоей жизни, внушает мужчинам такую мысль, что если женщина несчастна, если она чем-то не удовлетворена в отношениях, то виноват мужчина. Разлюбила? Это ты, значит, накосячил. Ух, негодник. Значит, чего-то не додал, роднули. Смотри, вон, плачет. До слез беднягу довел. Да что с тобой не так?
Ну-ка быстренько беги, проси прощения. Давай выясняй причину, узнавай, исправляй все. Но это же бред, друзья. Конечно, девушка даст тебе эту причину. Она тебе ее на блюдечке принесет с голубой каемочкой. Ведь до чего докопаться всегда найдется, даже не сомневайся. Лежишь на диване, значит лодырь. Устройся на вторую работу. Устроился на вторую работу, а теперь вот внимания мне не хватает. Мало уделяешь внимания. Пропадаешь на работе все время. То есть это замкнутый круг. Ты никогда здесь не будешь удовлетворять потребности женщины. Потому что эти потребности, они абстрактные. Ты просто не даешь в этом случае эмоций. Ты вон 5 лет назад, помнишь, мы были в магазине, ты повысил на меня голос. И поэтому я ухожу. Ну хорошо, давайте так критично поразмыслим здесь. У тебя же нет к девушке особых претензий. Хотя, как и у любого человека, у нее есть свои недостатки, свои минусы. Она, в конце концов, не идеальная. Но даже если какие-то мелочи есть, ты же не раздуваешь это все. Ты не накручиваешь негатив, не накаляешь отношения, не ставишь их под угрозу, а аккуратно и конструктивно пытаешься там что-то обсудить, донести. Ну, правильно же я говорю. Поэтому не стоит верить надуманным поводам проблемной женщины. Это все иллюзия. Это первое. И второе, почему у тебя присутствует это желание, да, спасать. Это искажение твоей реальности. Ты просто не в состоянии увидеть правду. Ведь девушка долгое время, какой-то вот значительный период ваших отношений была тебе верным союзником. Она искренне помогала, поддерживала в трудных жизненных ситуациях, заботилась, ухаживала. То есть ты видел, что она была заинтересована в том, чтобы все было хорошо. Ну как будто бы. Почему говорю как будто бы? Ведь мотивацией этих созидательных действий были гормоны. И только. А ты этого в расчет не брал. И как следствие и здесь, когда девушка вдруг говорит, что слушай, я к тебе ничего не испытываю, у тебя нет сомнений, что ее это тоже очень волнует. Что она так же, как и раньше, заинтересована решить эту проблему и двигаться дальше. То есть такая иллюзия создается у тебя. И ты раз пытаешься поговорить, два пытаешься обсудить, третий раз приводишь убедительные аргументы, но ничего не происходит. И тебе кажется, что нужно просто более правильные доводы подобрать. Возможно, я просто что-то не так, не те слова подбираю. И вот в 10-й раз будет удачный. Но реалии таковы, что это не так. Потому что вот эта кажущаяся осознанность женщины в этот момент, она не настоящая, она фейковая. И такое была всегда. У кого-то из вас может возникнуть возражение, но я же делаю благое дело. Я же благородно спасаю отношения. Но почему девушка не может это оценить? Я хочу, чтобы она оценила это. Я хочу, чтобы она задумалась. А знаете, что я вижу? А я вижу, что ты благородно и самоотверженно терпишь непозволительное, деструктивное поведение женщины, прикрываясь маской добродетели. Понятно, что счастье в неведении. И гораздо легче жить, не вылезая из зоны комфорта. Я это все понимаю. Но здесь ты даже не просто терпишь. А если так задуматься, ты относишься к девушке лучше, при том, что она относится к тебе хуже. И выясняется, что ты, оказывается, еще и портишь человека. Как при таком подходе ты надеешься, что она, в принципе, сможет что-то осознать? Что ей придут в голову какие-то правильные мысли или откровения? Да никак. Хочешь, чтобы женщина ценила твои старания? Да господи, она уже 1000 раз их оценила. Какой ты хороший и как ей с тобой повезло. А толку нам с этого? Ведь она оценила их разумом, но решение принимает эмоциями. А ты, получается, даешь ей медальку. Поощряешь наградой, по сути. Дорогая, ты подвергаешь сомнению наши отношения? Да? Вот, держи. Медалька тебе. Ты рушишь семью, да? Обесцениваешь мои старания и попытки все наладить? Да? Вот тебе еще медалька. Ты пока ее носи, а я буду и дальше стараться, пытаться, пока ты окончательно не уйдешь. То есть, получается, ты здесь своими собственными руками подкрепляешь ее уродливую картину мира, что девушка правильно поступает, что это нормально, что это ты во всем виноват. То есть задумайся только, какой жизненный урок некорректный ты преподносишь, который на самом-то деле в будущем будет ломать ей жизнь снова и снова. Она даже этого не поймет.
Итак, решение, друзья, что нам с этим делать? Какое одно действие ты можешь сделать прямо сейчас, чтобы развернуть ситуацию на 180 градусов? Чтобы наконец-то у этой, казалось бы, безвыходной ситуации появилась надежда. Это действие, друзья, как можно быстрее, как можно скорее остановиться и перестать наконец-таки поощрять разрушение отношений своими хорошими, благородными действиями. Хватит суетиться, выяснять причины или пытаться себя обманывать, что вот я ей, значит, купил подарок, вон, iPhone я ей купил, и она вроде оттаяла. Она как будто бы вот стала более доброй, такой вот, уже как будто бы не хочет расставаться. Хватит спасать отношения. Это бессмысленно, потому что спасти их может только тот партнер, который начал их безжалостно рушить на пустом месте. А что мы можем сделать? Мы можем, в свою очередь, все эти процессы ускорить, вводя в игнор, либо начав дистанцирование. Это и будет нашим единственным верным действием. Как правильно это сделать? Здесь, конечно же, лучше рассматривать каждую историю индивидуально. На самом деле, если так задуматься, у женщины, которая руководствуется исключительно эмоциями, есть одно преимущество. Ей легко управлять, а значит легко влюбить, либо вернуть. Вопрос целесообразности этого каждый для себя выберет сам. А необходимо ли это? Постоянно быть в напряжении, постоянно искать способы, как эти эмоции в женщине поддержать и так далее. Или все-таки присмотреться к хорошей, пригодной женщине. Что я могу посоветовать, чтобы изначально не попадать в эти ситуации? На что обращать внимание в начале, при знакомстве? Учитывая, что мы рассматриваем сегодня тему эмоциональности в большей степени, то на это и стоит обращать внимание. Например, когда девушка по любому пустяку начинает плакать. Вы смотрите, например, фильм, какую-то мелодраму. Видишь, что у нее текут слезы. Повысил немного тон, снова в слезы. В один день она избыточно любящая, заботливая, ласковая, а в другой день холодная и отстраненная. Также стоит обратить внимание на приоритеты. Например, женщина, которая хочет пышную, дорогую свадьбу. И ты видишь, что она прям радуется ей. Для нее это событие всей ее жизни. И ты видишь, что для нее это настолько значимо. Ее это волнует сильнее, чем, например, последующая ваша семейная жизнь. Про это она совсем не думает. Это уже звоночки. Звоночки, друзья. А теперь представь, что еще у женщины отсутствует морально-нравственный стержень. Или она из проблемной семьи. Представляете, какая гремучая смесь получается? Что? Говоришь, с пригодной скучно чего-то? Нет вот этого огонька, нет яркого желания, как вот с проблемной. И соглашусь, это частая проблема, когда обращаются мужчина с таким вопросом, что вот мы живем как женой, как брат с сестрой, вот отсутствует вот это у меня физическое влечение, я ее не хочу, что делать? Но это-то не проблема, друзья, это все поправимо, инструменты для этого есть. И со всей ответственностью могу сказать, что можно взвинтить желание так, что просто за уши не оттянешь. Поэтому все только у нас в голове, друзья. Только у нас в голове. А сейчас жду ваши истории в комментариях и скоро увидимся.